I'm afraid that I'ma fuck it up. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. October Beats. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it October Beats. You're the reason I believe in October Beats. October Beats. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать! Обычно я говорю на очередную, в этот раз я скажу на предпоследнюю серию по Audi S4. Да, вы смотрите первую из двух заключительных серий, потому что больше нам с этой машиной делать будет нечего в этом сезоне. Остальное позже. И эта серия будет чрезвычайно... Эта серия была трудной для нас. Значит, мы пригнали машину в реформу стайлинг некоторое время назад. И несмотря на то, что серии не выходили долго, это не значит, что машина стояла. Нет, эта машина была взорвана полностью, потому что Павел очень темпераментный молодой человек и не терпит каких-то недоделок или того, чего ему просто не нравится визуально. И поскольку в этот раз Павла никто не ограничивал ни по срокам, ни в фантазии, ни в целом списке работ, которые нужно произвести, машина действительно была полностью разобрана с целью посмотреть, что же там внизу. И на самом деле разобрана она была не просто так, действительно это имело реальную пользу, потому что были косячки. Когда ребята в обнимку живут полгода с машиной, даже если, честно говоря, по-моему, больше, 7 месяцев, конечно, глаз замыливается, и некоторые вещи со стороны уже самим ребятам из крю были не видны. Павел свежим взглядом все это увидел и начал переделывать. Помимо работы с косами, прочего еще всего, есть, значит, простая задача. Паше было сказано сделать детейлинг, но на этой стадии мы поняли, что задача провалена на данном моменте, и нужно сначала выставить зазоры. Кстати, зазоры тоже были сказаны, но не помню в какой последовательности. Сначала детейлинг, потом зазоры и так далее. В общем, Паша начал разбираться и действительно увидел то, что никто из нас не видел полгода. Действительно взгляд замылился. А взгляд Павла упал в том числе на стекла. То есть, к примеру, у нас задача сделать, чтобы дверь закрывалась вот как сейчас.
Это довольно просто. Вначале она закрывалась не так. Резинка топорщилась, зазоры все не совпадали. Здесь почему-то вот так отогнуто, здесь туда-сюда. Закрывается она плохо, приходится хлопать, не открывается. И, казалось бы, надо просто взять и выставить зазоры. Но, как оказалось, причина действительно не в этом. Мы еще, по-моему, серии во второй рассказывали вам, или, возможно, забыли рассказать, то, что у нас все стекла новые. Лабаши, боковые стекла у нас новые. Задние мы покупали бэушные, а вот это все, вот оно новое. Естественно, если лабаш мы достали Pilkington, то боковые стекла это что-то из Китая. Это вот тот самый оригинал, а не какое-то китайское говно. И пока эти вставили стекла, произошла, как оказалось, причем это не очевидно было, то есть все, стекла встали, двери закрываются, тачка, ездим, все нормально. Но оказалось, что ситуация очень напоминает Volkswagen Passat, где стекла также пытались поменять на новые, вставили китайские, а у них другой изгиб, они не подходят, уголочки, и в итоге стекло не встает на место старого. То есть удивительная история, к которой мы привыкли со времен Советского Союза, когда у тебя новая деталь не встает на место старой, а она, оказывается, возвращается. В итоге решение единственное — это возвращать все в оригинал, то есть ставить стекла оригинальные. Но, как вы понимаете, нового оригинала достать невозможно, поэтому достается бэушное оригинальное стекло и полируется. Вот это стекло полированное. Через это стоимость этого стекла, конечно, она уже практически равна новому оригиналу. Сколько ты говорил, Паш, полировка стоит снаружи? 5. И само стекло типа рубль-полтора. 400. Нет, это заднее. 400. Это заднее. А это? 400. Тоже 400? Ну, 400-700. Ничего себе, у тебя дельта. Вот где маржа застряла-то, я понял. Ну что, клиент бабок не считает? От 400 до 700 стоит стекло рублей. Вы представляете? Представляете, какая просто разброс. То есть как составить смету? Там вот единичка и замылилась на стеклах только. Но тем не менее, действительно, сами стекла, как оказалось, стоят крайне дешево, причем иногда попадаются в чрезвычайно хорошем сохранении. Это в лоб на разборках, чтобы вы понимали. А дальше полировка уже все равно уводится, потому что если мы говорим про передние стекла, все равно от песочка есть вот эти вот нити, они крайне неприятные. Поэтому еще за 5000 оно полируется, и мы получаем, ну не сейчас, машина еще не готова, но уже эффект гладкого стекла. Плюс к этому оно идеально подходит, и теперь эта резинка при закрывании двери ложится идеально сюда по форме, не топорщится, а следовательно через это мы получим не только внешнюю эстетику, но и, вероятно, еще и тишину при езде, потому что не будет никаких там дополнительных не прилегших друг к другу деталей, не будет завихрений ветра и прочего, и прочего, и прочего. Ну и, наконец-то, в связи с этим покрашены, естественно, вот эти монетки, про которые я вам рассказывал, направляющие, которые держат стекла. Зазоры в том числе выставлялись еще для определенной цели, чтобы дверь легко закрывалась. Но в старых машинах, тем более в такой машине, у нее довольно большая дверь, на самом деле это так просто кажется. Машинка сама небольшая, вот у нас E-класс стоит, он, по-моему, как будто даже ее чуть больше, ну, потому что современные машины все больше. Тогда это тот же был бизнес-класс, и дверь в нем действительно огромная. Сейчас она еще закрывается легко, потому что у нас нету дверей, других там стекол, и действительно ничего не мешает. Но в стоке на сотке двери закрывались, ну, всегда с таким хлопком. Нужно было прям подойти и вот закрывать эти двери. Мне это никогда не нравилось. И у меня родилась идея, вот, наверное, кто-то уже сообразил, что сейчас произошло. У меня родилась идея совместить некроавтомобиль, действительно старый, в котором таких опций вроде как никогда не было, и дверные доводчики. Вот это прям у меня в голове все время, последние несколько лет, был этот раскос, что ты должен подходить именно к некротачке, вот именно к старенькой тачке, которая в конце должна издать характерный звук хлопающей двери, но его в итоге не издает, потому что ты подходишь к двери, а дверь... И это оказалось довольно сложно, потому что, естественно, доводчиков на Audi 100, на Audi A6, там, 90-х годов, ну, никто не изготавливает, таких нет решений. Наверное, оно есть штыревое, но штырь я вообще не хотел. То есть бывают, знаете, вот доводчики, которые прямо, вот он ваш замок и замок, вот в нем у вас стоит доводчик. Вот это нормальная история. А бывает, когда здесь рядом с захватом замка, с петлей стоит еще штырь вот такой, и за него второй замок врезается сюда, он за него схватывается и дотягивает. Это эти вот на Лексусах всякие ребята любят, раньше любили, когда еще не было других технологий, такие вещи ставили. Ну, во-первых, это торчащий штырь, и мне в целом, ну, как бы чужда эта тема. Поэтому Павел, опять же, обзвонил все 3 компании, которые есть в мире, да, по производству этих доводчиков. Естественно, все 3 отказались. Но Павел стал звонить их родственникам, детям, личными посещениями домой и баловать их по вечерам. И таким образом, под угрозой уже физической расправы, одна из компаний действительно согласилась. Компания называется Militech. И они подошли к вопросу настолько качественно, что
2 недели, да, они разрабатывали его, то есть этого решения не было. Это ребята сели, все, ну, в смысле, сели на стол, я к тому, что все у них нормально, они на свободе, не переживайте, и сделали. Не, ну, машины из 90-х, это все нормально, с уважением. Сели и действительно изобрели решение, то есть это есть вот такая вот плата, блок управления, если хотите, на самом деле это сервопривод доводчиков, который уже подсоединяется к штатному замку. Причем сами купили замки, сами их переоборудовали и привезли готовое решение. Честно говоря, не знаю, сколько это стоит, потому что они почему-то не взяли денег. Хотя вроде как никто был не против эти деньги заплатить. Поэтому не смогу вас сориентировать по цене. Если вдруг у вас Audi 100 и вам нужны доводчики, можно обращаться. Потому что, ну, на самом деле, огромное спасибо. Потому что если они, то, видимо, не они. А так они. И как бы получилось неплохо. Серьезно. Да. Ну и в натуре вы посмотрите, что есть. То есть вы просто подходите к двери, вот классическая. И это просто вынос мозга. То есть это просто вынос мозга. Ты посмотри. Теперь больше никогда не надо хлопать. Ты просто вышел из тачки и что-то сделал это вот свое вот это вот. И все, она дотянулась. Ты посмотри, люди, которые были рядом, они упали все просто на колени и молятся тебе. Потому что кто ты такой, почему у тебя с доводчиками сотка, где их купить, а ты им ссылочки в описании. Круто? Мне тоже понравилось. Пока суть до дела, я решил еще раз поменять антифриз. На самом деле он там новый, меняем мы его новый на новый, но напомню вам, на обкатке двигатель работал на воде. В блоке за это время, оказывается, была ржавчина, до того, как мы воды залили. Ржавчина вся пошла сюда, из-за этого мы сейчас на новеньком расширительном бачке видим характерные следы от ржавчины. После этого мы воду слили, естественно, сейчас здесь антифриз, но я хочу его еще раз поменять, чтобы окончательно промыть систему двигателя. И мы традиционно для себя доверяем уже проверенному антифризу, это называется Coolstream Premium. Не один раз вы уже меня его в роликах видели. На самом деле многие люди пренебрегают такой вещью, как замена антифриза. А ведь антифриз, равносильно как и маслу, для двигателя очень сильно важен, и от антифриза напрямую зависит само здоровье двигателя. Тем более в новых сложившихся реалиях поставки импортных высококачественных присадок для антифризов на самом деле невозможно. И кто бы что ни говорил, но сейчас часто под маской импортозамещения растет доля низкокачественных продуктов. В это же самое время Coolstream дорожит своей репутацией и благодаря многолетнему партнерству с ведущим мировым производителем присадок Артека разработали на базе собственного патента эффективную рецептуру для локализации европейских пакетов присадок. По сути, эти пакеты, используемые в антифризах Coolstream, сейчас являются единственными составами европейского уровня в России. На самом деле уточните, применяют ли на вашем СТО антифриз Coolstream, или покупайте сами антифриз Coolstream и привозите его на свою станцию. Покупайте его вот в таких вот оранжевых фирменных канистрах. Больше подробностей об антифризе Coolstream вы, естественно, найдете по ссылочке в описании. И я вам рекомендую серьезно отнестись к выбору антифриза для вашего автомобиля, потому что он влияет на здоровье даже масла, этого мало кто знал. И через это на здоровье двигателя, естественно. А ремонт двигателя сейчас в наше время категорически никому не нужен. Подумайте об этом. У нас наконец-то есть долгожданные, которые я вам уже, по-моему, 3-ю или 4-ю серию про них рассказываю. Это решетки вниз бампера. Они от Audi 100. Нет ничего проще. Заходите на Авито, вот они, соточные решетки. Это прям настоящие соточные решетки. Я прям не вру сейчас, ничего нет. И смотрим. Вот мы берем левую часть. Сейчас как бы все это еще не закоцать. Вот, все отлично, сюда встало. Ну, условно, как-то вот сюда вот встала, загналась. Опа, даже в защелке стали. Смотрите, замечательно. Оно 100%, просто идеально по всем зазорам. Правая соточная часть. Что-то пошло не по плану, да? Вот в этой правой соточной части она оказывается не соточная. То есть, вы представляете, мы таки открываем каталог, мы даже не задумывались об этом никогда, а они вообще другие. То есть у них, во-первых, 3 части. Здесь, видите, если мы совмещаем выемку под буксировочный крюк с выемкой на решетке, она не совпадает ни слева, ни справа. Эта часть вообще другая, и к ней еще и дополнительная часть должна идти в комплекте. То есть похоже, что и вот эта другая сделана в эсках, она типа короче. Здесь какая-то вставка, а здесь еще эсочная сюда. Потому что в итоге вот эта часть под решетку, нижняя, она шире, чем у сотки. У нас вот эти вот края, они еще разведены, каждая в свою сторону в итоге, именно у эски. И даже здесь этот бампер становится эксклюзивным. То есть я вообще не представляю, но похоже,
S4 бампер — это один из самых редко встречающихся в природе, потому что ничего не подходит от сотки, хотя выглядит, блин, так же. В итоге мы эту часть приняли решение никак не менять. Вот она у нас. Но она же есть уже соточная, да? Мало ли что, хотя бы с этим у нас проблем не будет. Вот мы ее вставляем. Как-то сейчас сюда мы ее аккуратненько... Ну, не так. Сейчас нормально залезет. Вот, все. Короче, терпеть. Вот так она сюда залезает. Я просто, видимо, уже обломал защелки, которые там были последние. Абсолютно. Мы уже прошли S4, поэтому... И в итоге 3D принтер. Спасибо уважаемому мужчине 3D Самурай, но можно было и лучше, но все равно спасибо. Если бы не он, то никто в его случае. И у нас отпечатана на 3D принтере и немножечко удлинена правая часть. Вы посмотрите, еще 4 дня доработки, но тем не менее она как бы и она, и не она. То есть видите. И по итогу она вот так вот сюда может встать. Там просто защелка, я сейчас боюсь, еще не до конца все сделано, защелка защелкивается вот сюда. И чтобы это все не поломать, ну, я думаю, вы уже все прекрасно понимаете, что они все-таки совпадают, и они все-таки будут здесь. То есть это просто обалдеть. Если вот этот бампер сейчас расколоть или попасть кого-то в ДТП, ну, это типа, ребят, под 100 тысяч рублей. Вот чтобы вы понимали, вот этот бампер. В это время выглядящий также бампер Audi 100 стоит типа 3000 рублей. Но он только не подойдет, и он, блин, другой, хотя выглядит абсолютно так же. В этом и прикол. Поэтому все владельцы S4 переходят на бамперы. Какие? Правильно, S6. Поэтому и вы в комментариях пишите, это не S6, это не S4, это S6. Потому что вы просто никогда не видели, как выглядит живая S4. Их реально практически нет. Они все уже давно сделаны под S6. В предыдущем видео я вам рассказывал, что по салону есть такая деталь, как уплотнители между дверным проемом и потолком. Они у нас были белые, грязные. Я что-то рассказывал, что вот Паша в реформе покрасит их маркером и все будет зашибись. Да, маркеры, к сожалению, кончились, новых не привезти, импортозамещение еще не успевает, поэтому пришлось пойти по пути по уму, то что называется, и посмотрите, что у нас есть. Это настоящий флок, заново напыление, сделано на уплотнитель, и он теперь черный, и он как новый. Таким образом, у нас теперь будет вот еще один вот мелочка, ты садишься, и прям, ну, все совсем идеально. И у тебя уплотнитель, и потолок, и все оно прекрасное, потрясающее. А это как это штатная процедура, да? Да. И этим флоком я могу покрыть, в принципе, вообще все. Все. Вообще все. То есть можно сделать клапанную крышку флокированную, да? Да, ну это интересно, кстати, надо подумать. Карманы в дверях, внутри, да, чтобы внутри ничего не болталось. Внутренняя плоскость бардачка, там все вот такую, короче, тряхманаду. И то есть, ну, вот эти уплотнители, вот про то, что это рассказывали, тоже так же можно сделать. Потому что здесь же с обратной стороны вот тоже оно же вот это вот, да? Не, ну это интересно. Кайф. Блин, какой, конечно, требуется объем опыта все-таки и знаний, чтобы вот все вот эти мелочи найти, сделать и приколбасить обратно. Вот поэтому тачка и стоит здесь уже, сколько, 3-ю неделю, наверное. И еще постоять придется. Но, как вы видите, это все не зря. Она тут не просто так стоит. Мы на ней резинки раскладываем, вообще-то. Попутно в процессе того же детейлинга, например, скрылась подробность. Есть центральные дефлекторы. В сотке, в А6 они одинаковые, стоят посередине. Ну, вы прекрасно их знаете. Вот они крутятся. Спокойненько, у них даже работают заслонки, вроде все с ними зашибись, функционал на месте, но они грязные. Тут конкретно вот у них на решеточках, на этих, вот так это, по-моему, они стояли, вот так. Вот эти пятна, их вот прям ничем не убрать, все, они какие-то в пластике. То есть это то ли растворитель в свое время упал, то ли что-то. Вот они, эффект прям все зачморенные такие. Разборочка за 170 рублей, все там нормально. За 170 рублей привозятся, вернее, такие же дефлекторы, но оказывается у них вот это. Это все фиксация. Все эти положения, они фиксируются. То есть там щелчок на каждом из положений. Оказывается, оно так было с завода, вы представляете? Да, это тоже все работает. И они прям в идеале. Все, их вот как не поставишь, вот они все прямо как новенькие. За 170 рублей. То есть дешевле купить просто исправную запчасть, нежели ее очищать и попытаться восстановить. Если есть такая возможность, конечно же, так и делаем. Вот это вот... Офигеть, то есть я даже не знал, что это вообще. Ну-ка. То есть этого нету, оно вот. Чертовски приятное ощущение. Ну, ты держишь в руках, как будто новую деталь, ставишь ее в свой драгоценный некромобиль. Класс! На самом деле, вот это и создает тот кайф, как я говорил, что ощущение нового автомобиля, оно в деталях.
что у тебя нет компромиссов. Ты садишься, что-то трогаешь, а оно вот новое, и здесь новое, и там новое, и тут, и сям. И вот тогда ты офигеваешь, что у тебя 94-й год, и вот нету вопросов. Все четко. Неделька еще прошла, у нас в наличии, как вы видите, еще побольше крышечек на колеса. В прошлой серии я вам показывал, что одна крышечка не держалась. Крышечки у нас здесь 4. В машине еще, пожалуйста, одна. Крышечки эти стандартные. Вот она новенькая вообще, прям вот это с клапами лежит. Ну, клапы от другого. В общем, крышечку починим. Сейчас задача идет какая? Резиночки. Они были задубевшие. Вот эту где-то нашли явно новенькую на разборке. Я забыл ребятам силикон привезти. Я хотел, даже отставил банку специального силикона, которым мажешь, и прямо резинки мягкие становятся, которые мы в Апруиде сделали. И тут же флок есть на обратной стороне резинки, который трет по стеклу. И чтобы этот флок был новый, мягкий, то уже резинки находятся в идеальном состоянии. Вот, по-моему, те, что сняты с машины, и она прям вот дубовая. Хотя это еще вроде неплохая. Но были еще хуже, чем эти. Естественно, флок чистится, все вот это вот, потому что вот это песочек. Вот он. Вот это все убирается. Ну, я же вам говорил, что каждая деталь, она, да, естественно, проходит через руки человека. Попробовали их размягчить ребята. Я им сказал, не спешите, я привезу силикон. Ребята подумали, нет, все нормально, деды, значит, делали вот этими дедовскими методами, замочили в соляре резинку, и она стала вот такой волной. Что за резинка? Откуда? Ну, уплотнитель стекла. И вы вот его вымочили, Но мы его вымочили. Я вот не зря предлагал силикон. Короче, нету больше резинки, ту, которую размачивали в соляре. Здорово. Но сейчас что-нибудь найдут. Также локера задние. У нас спереди локер есть, сзади никакого локера нет. Но, собственно, как вы поняли, уже есть. Причем они дорогие. Они типа 3 с чем-то тысячи. Есть пока что только один. Он вот левый задний. Сейчас ищется второй, найдется правый задний. Это оригинал. Все, Германия. Такие вещи ищутся. Уже подсобирается салон. Переделанные подголовники чуть-чуть. У них теперь правильная форма. Раньше такие были подушечки торчащие, странные. Я просто боюсь даже этими руками грязными трогать. Теперь все просто идеально. Полностью собраны все кнопочки, вся мишура, все теперь заново перекрашено, пластик весь однотонный. Встал наконец-то оплетка рычага КПП, встала на нее шильда с графиком выбора передач. В общем, все встало. Ручник, подлокотник, все встало. Все у нас доводчики на месте. На всех 4 дверях. У нас нету задней бленды, сейчас это видно. Она еще у Владимира в тюнинге, потому что все-таки ее сломали мы. Сейчас ее мы будем чинить. По подкапотке что-то оставалось. Какие-то мелочи. Решетки, как вы видите, пока все еще в разработке. Это все нормально. Но отсюда сумасшедший внешний вид, как мы уже видим. Подвеска еще едет на сегодня, хотя в этой серии это не важно. В этой серии мы занимаемся внешкой, технической части, то есть коробки и подвески и разгонов до 100 в этой серии не будет, потому что мы собираем вот это все великолепие. У нас отскакивает одна форсунка омывателя. Она плохо держится, вместо нее приехала новая. Поменено зеркало заднего вида в салоне. Вот это зеркало, но оно в идеале. Дорогое, кстати, 2200. У нашего зеркала чуть снизу пошло отслаиваться. Но ребята-перфекционисты, я даже не видел, что оно пошло отслаиваться, они это все сделали. Вот видите, кнопки все прокрашены, все прокрашено, все это с таким типа soft-touch, немножечко напылением. Поменяли даже лампочку в надписи diff, она здесь теперь новая. В общем, это все, видите, одного тона. Это уже на месте, а вот это еще старое. Но, смотри, 200 рублей и есть новое.
АСМР продолжается. То есть оно прямо реально как новое, и все щелчки на местности. То есть вот это все по мелочи собирается. Заслонка-то работает? Да. Просто идеально, все работает. Механизмы стеклоподъемников, вот они, видите, отдельно выложены. Все вымывается отсюда, потому что здесь был песок, грязь, ужас, страх, ненависть. Засиликонивается, потом снова будет, скорее всего, еще протерто, чтобы грязь не налипала, и чтобы это все ходило максимально гладко. Моторчики стеклоподъемников, каждый снимается, вычищаются все шестереночки, чистится, полируется, разбирается, смазывается, собирается обратно для того, чтобы работал идеально. То есть вы даже этого элемента не видите, а он будет зашибезным. И скоро нам завтра-послезавтра ставят музыку. Что у нас еще есть? Ручки выкрашиваются заново, пластик. Вот они были не выкрашены, и вот они все выкрашиваются. Ручки сами тоже, вот это все покрытие заново прокрашивается, пластик, все мелочевка. Вот она здесь вся лежит. Всякие уголочки, под зеркала уголочки. Ну, сами зеркала просто лежат, с ними, собственно, делать уже особо было нечего. Зеркала по-прежнему разные, да. По-прежнему разные, но здесь не к спеху. За зиму найду одинаковые зеркала, покрасим, пусть будут. Дворники, софтбол, если кого-то интересовало, тоже вот на всякий случай. В общем, и пошло-поехало. Дальше BMW. Все, туда не ходим, там страшно. Господа, 21 сегодня ноябрь же, да? Черт, до Нового года совсем... Нам хана скоро, короче. Ладно, 21 ноября, как раз к сезону автомобиль практически готов. Осталось еще пару серий. Павел наконец-то вчера в ночи домучил до конца один доводчик, сломал. Но сегодня пацаны оперативно, у нас там даже представитель компании, он дежурит, смотрите, прячется он там за машиной. А у него тоже Land Rover, я знаю, что там не все в порядке. Вот, поэтому, да, оперативно ребята сделали новый доводчик. Ну, этот выдержал просто все, что только могли выдержать доводчики. И в конце таки крякнул даже не доводчик, а трос. Так что в этот раз дверь уже настроена, все поменено, и проблем с этим быть не может. Далее у нас... По вашим многочисленным просьбам изменена тонировка все-таки задней бленды. Тут, конечно, надо еще много чего доделывать, потому что есть один нюанс с этой блендой. Вот эта верхняя штучка, видите, теперь немножко видно трещины, и бленда все-таки стала практически сток, то есть тонировка минимальная, она вот прям полупрозрачная, там видно все отражатели сзади, красная теперь красным стало, нет вот этой совсем лютой тонировочки. Стало лучше, на мой взгляд, можно попробовать сделать еще более прозрачную ее, но... Все-таки трещины в этой бленде есть. Вот они есть здесь, вот они есть здесь. Надо, может, поискать каких-то супер реставраторов, кто может убирать трещины прям по пластику, хотя они на вылет. Почему так происходит? Чтобы открыть багажник, вы должны нажать кнопку. Видите, вот еще, да, направляющая тут должна быть. Вот. И далее вы должны это поднять. Поднимают обычно все за пластик, и поэтому оно и трескается. А надо поднимать за что-то другое, чтобы она не трескалась, и тогда будет все в порядке. Далее у нас есть офигенные изменения в самом багажнике. То есть, наконец-то заехала музыка. Спасибо Михаилу. Музыка здесь, я думаю, мы ее на ходу включим, сейчас протестим, но от нее ждать ничего не стоит. Это та самая музыка за 70 тысяч рублей. Вот она стоила вся 70 с работой под ключ целиком. Ну, без головного устройства, конечно, без магнитофона. У нас здесь в нише запаски совершенно скромный сабик.
Нужно взять рулетку, понять, какой он. Навскидку он что-то типа 8 вообще или 10. Просто скромный сабик, чтобы подсветить, грубо говоря, низы. Также пара динамиков в задней полке, пара динамиков в передних дверях и там же твиттера. Ко всему этому прилагается, естественно, усилитель и парочка преобразователей с высокой части под линейный уже выход, чтобы с этим мог работать усилитель. Все, вроде как, больше ничего. Ну и наше головное устройство, вы помните, это штатная магнитола Audi Gamma, которая переведена на усилители D-класса, кастомные с AliExpress, и к ней вкорячен также Bluetooth. То есть музыка будет просто как ваша штатка. Не более того, и здесь ничего другого, честно говоря, не предполагалось. Плюс отполировано заднее стекло. Вот это вот. Оно теперь, оно было такое зацарапанное, крепкое, оно теперь как новое. Вам на камеру, наверное, не было видно этого и тогда, но вживую это выглядит максимально по-другому. Максимально свеже выглядит, когда свежо, то есть, да. Когда у вас стекла все гладенькие и снаружи, и внутри. И парадокс в том, что как мы стекла не меняли все в круг, в итоге у нас из неоригинального это только лабаш, и то он Pilkington, такой крепкий, прям лабаш новый, он под броней. И все остальные стекла это оригинал. Бэушный оригинал плюс заполированный. Тут на одну полировку этих стекол ушло, я, наверное, 1050, я подозреваю. Ну, может быть, 150, какая разница. Поменены даже, ну, вот, к примеру, чтобы вы понимали. Вот, метизик, он новый. То есть вот ты везде смотришь. Не хватает, самые опытные ваговоды уже поняли вот этой накладочки. Она находится в компании Screw, представитель, который там также сейчас сидит в подсобном помещении. Мы всех сегодня собрали здесь. Так вышло. Но эта накладочка сюда залетит в следующей серии, потому что в любом случае по технике... Яр, у вас же эта накладочка? Вот на пороге пластиковая. Нет, Паша должна была приехать. Паша? У меня и нет. Их отправляли сюда, Павел. Я снимаю. Только честная драка. Отправляли краску и У зеркало. меня есть видео подтверждение, что она уехала. Но у меня он не приехал. Подожди, помнишь этот чувак, который тебя не нашел, звонил на Но. твой номер? То есть ты произвел досмотр? Обыск. Обыск, да. Без понятых? Нет, все тут видели как бы. И где они? Во! А, вот что это. Это оно? Ну, в общем, в любом случае их надо делать. И как бы до финальной части проекта, я думаю, как вы все прекрасно сейчас понимаете, вот это вот, наверное, в таком виде дойти не должно. Вот это вот. Это качество не моей мануфактуры, скажем так. Но натереть это сейчас губкой для обуви и присрать на видос Качество не нашей мануфактуры. можно. Правильно. А их тут, ты смотри-ка, сколько в натуре. У нас тут вся доказательная база. Вот это уже что-то интересное. Опа. Потому что от другой стороны, все правильно, ничего страшного. Ну и распорочка, которая у нас тоже сейчас не встанет. Почему, Ярослав? Правильно, бачок. Да, надо или ставить ясочный оригинальный бачок, который надо отбелить. Да, перекись есть. Она уже у вас или еще у меня? Нет, ты привез. Все отлично. Вот, в итоге мы добились ничего. Продолжаем. Блин, этот звук это бесценно. И гидрач. То есть тут заработала такая фантастика в виде гидрача, который заработал сам собой. Так. Вторая. Все-таки однажды мы сделаем эту коробку. И явно снова нужен развал. Да, но ладно, техникой в этот раз мы не занимались. Вообще развал, по-моему, нужен. И руль немножко неровно стоит, но это все сделаем. Опять же, в этой серии не про это задача. По технике в этой серии по-прежнему будет много косяков. Я это говорил. Но задача в другом. Блин, при настолько низкой подвеске, да, есть немножко эффект вот этого распрыгивания, но мы едем. То есть спина не в вахтунге, а у меня теперь прям спина-то под чуйкой такой находится, что мало ли что-то только не так, ты сразу это почувствуешь. У нас тут что-то не так, короче. Сейчас, секунду, тут все накручено. О! О! Вот это пошел движ.
Вот это я настроился. Настроечки-то работают. Серьезно? Ха-ха-ха. А звук-то хорош. Мне прям нравится. Четко. Слушай, больше не надо. Все, подобрал. Так, все, отлично. Я по треку более-менее настроился, насколько это можно было, конечно, настроиться по этому треку. И сейчас мы что-нибудь подыщем. Да, развала нет, но делать его не было смысла, потому что залетает новая подвеска. Через 2 дня открылась сама дверь. Ля. Есть нюанс, надо все-таки поднастроить замок. Во, это должно хорошо прям звучать. Так. Да, есть четко. Да, отличная музыка. Блин, музыка то, что надо. Миха, если ты смотришь, мое почтение. Прям мне нравится. Единственное, что я понимаю, что максимальная громкость в магнитоле — это не та максимальная громкость, которую будут держать динамики, но держать будут. Отлично играет. Да, за 70 тысяч понятно, что здесь как бы особо ничего не поожидаешь. В общем, зашибись. С музыкой разобрались. Прямо... Блин, как она стреляет. Как она стреляет. Как хочется коробку. Музыка есть, салон есть, комфорт есть, кайф есть. То есть скрипов салона практически нет. Шикарно. Какой подрыв, а? Кончился топляк, кончается, черт. Я забыл, что это турбопушка. Надо немного долбануть со светофора. Обязательно. Короче, я могу сказать, это обалдеть. Подогревы у нас все есть. Регулировка сидений, аварийка, все кнопочки заново, все покрашено. Теперь весь пластик одного цвета, нету разнотона. Когда у вас бывает, типа, эта дверная карта такая, это такая. Если вы отдельно поменяете, здесь поставите новые кнопки, то это будет полная фигня. Потому что они будут по цвету и по тону отличаться от, допустим, общей окантовки, да, от общих вставок вот этих пластиковых. Здесь, тут, там. У нас в данном случае все одинакового цвета, потому что все покрашено и все менялось в одно время. И даже вот магнитола, она не чувствуется, что от другой машины она по тону пластика вся идеально совпадает. И это, конечно... Просто убийца. Просто убийца. Ах, как этот, слушай, прямо, ну это жесть. Это не передать ничем. Это просто, блин, уничтожитель вообще всего. Это не машина, это прям космос. А все равно открывается дверь. Да что ж ты такое? Сама открылась, сама закрылась. Замок надо настроить, да. Офигеть. Офигеть. Какое сочетание эмоций. Ребята, по-моему, найден рецепт просто идеального автомобиля. Насколько это возможно. Если ты хочешь лупануть с места, он взрывает твое сознание. Это просто фантастика. Если ты хочешь ехать комфортно, вот еще звук глушака у меня уберется, ты едешь комфортно. И в случае, если ты что-то увидел, ты там проехал камеру, вон она впереди, ты ее еще не проехал, ты ждешь, пока ты проедешь камеру, вот так вот на проезде готовишься. Мы поставились боком с ролла. Зацепа не было вообще. Боком с ролла ставится, со второй. С 50. Ей не удержаться. Как вам боком с ролла? Причем это типа 50 или 40 в час. Сколько это было?
Типа с 60 просто в пол ее ставят боком. К вопросу о разгоне до 100. Это бессмысленно. А я на роллом. Зато у нас теперь не буксует сцепление в кои-то веки. Но это просто охренеть. Очень быстро разгоняется, очень быстро. Она прям едет в тачке. Обалдеть. Не надо для этого даже сейчас большую скорость. Она просто постоянно шлифует. Просто нон-стопом шлифовка. Что бы это ни делал. Тормозишь, у тебя стрекочет АБС. Разгоняешься, у тебя просто постоянно шлифует все 4 колеса. Просто охренеть. Не, передок постоянно шлифует. Вообще, просто постоянно шлифует. Ничего не сделать. Вообще никак не зацепиться. Это притом еще сухой асфальт, чтобы вы понимали. Минус где-то 5 градусов тепла. Давайте, последний раз я вам покажу, как это делается. Нам не нужна отсечка даже, чтобы так трогаться. Абсолютно. Мы можем даже залочить дип задний. Это нам ничего не даст абсолютно, но... О! Насколько это офигенно, господи, это счастье, это просто счастье. Нет слов, одни эмоции. Серьезно прям, пацаны. Но черт подери, я не думал, что так бывает. Это 94-й год, идеальная четкость, идеальное сочетание характеристик. Это спортивный немецкий седан. Это истоки. То, с чего сейчас делаются современные RS, AMG. Я забыл, что еще. М. Да, простите, пожалуйста, меня за это. Никак не передать мне вам это через экран. Сочетание идеальной, аккуратно собранной тачки, которая просто вся классная, как новая, не докопаться. И вот этого валева. Какого-то валева. Цифр не знаем, разгон не скажу, потому что, ну, вы видите, что происходит, не зацепиться. Офигеть. Просто офигеть. Следующая серия будет техническая, потому что у нас приехала коробка, у нас приехало сцепление, и самое главное, у нас приехала подвеска, потому что, несмотря на все великолепие, вот это слишком низко. И там рычаги задние, они стоят вот так домиком. А когда стартуешь ланчом, они еще домиком. Значит, привода выгибает, значит, скорее всего, через это привода начинают страдать, и им наступает полный карачун. Так что в любом случае, это все мы исправляем уже в следующей, уже точно на этот раз последней серии, по крайней мере, в этом сезоне. А в этой серии мы закончили техничку. У нас, кстати, еще горит чек, и у нас горит лампочка ASR. Это стабилизация, которой здесь нет. А лампочка от нее загорелась. Какого черта? Ну ладно, допустим. Но это все техника, она вот уйдет вся на следующую серию, потому что кроме этого у нас что еще? У нас вообще-то и рейка приехала рулевая, новая, снова новая. Только это заработало. Просто машина стояла пару месяцев у Паши, или полтора, и заработала рулевая рейка сама собой. То ли прокачалась, то ли там что, я уж не знаю, случилось. В общем, так или иначе. В остальном едет, рулится, валит. Еще развал в следующей серии нужно сделать. Вот что нужно сделать. И что-то еще мы хотим. Бак же течет. Вы не слышите, а бензином пахнет. Бензобак течет где-то по шву, видимо, где бензобак из двух половинок. Следовательно, надо его вот там вот заполовинить обратно. Но это опять же решим. В целом не проблема. Еще хотелось сказать отдельное спасибо Владиславу в директ, в Инстаграм. Написал мужчина Азиз и сказал, что он едет из Москвы и везет оригинальную решетку от S4.
Несмотря на то, что мы вам показывали, что мы сделали на 3D принтере эту решетку, что у нас все ровно, что вот она подходит, мы из штатной соточной сделали S4, мужчина Азиз привез, и теперь это оригинальная решетка. Она отличается от соточной. У нее и эта часть длиннее, как я говорил, и эта часть длиннее. То есть это конкретно прямо другая решетка, и она здесь стоит теперь настоящая. И это фантастика. Ну а то количество работы, которое проделал Паша, вы сами видели, это не описать никакими словами. Вот если мы сейчас дверь захотим ей хлопнуть, она не закроется. Из-за того, что старый замок раздолбан. То есть с доводчика без проблем, с любого положения, все складывается, все доводится, все пушечно. Но захлопнуть ее сразу без доводчика сейчас не получится. И это из-за замка. То есть, потому что водительский замок, как всегда, самый раздолбанный. Ну вы понимаете почему. То есть остальные, к примеру, они вот, видите, могут так сделать. Они могут и из доводчика, сейчас я рановато дернул, они могут из доводчика, пожалуйста, закрыться. И традиционным способом, если вы не хотели этого делать, они могут сделать вот так. Водительская дверь на сегодняшний день только с доводчика. Захлопнуть ее... Да, замок просто реально раздолбан. И дело даже не только в замке и в скобе, которая ловит замок. Там все расшатано. Но она перестала открываться. То есть вот сегодня ездили, уже не открылось, все это за ночь сделали. Все, в общем, нарядно. Зазорчики, все идеально выведены. Нам еще приехала пара деталюшек из карбона. С синей нитью, с красной нитью, по-моему. Не синяя, с красной нитью. Настоящий оригинальный карбон. Но про это, господа, уже в следующей серии. Ребята из Крю обещают Audi закончить не к 1 декабрю, поэтому следующую серию вы должны увидеть, по идее, через 2 недели. Нет, 1 декабря вы увидите электроволгу, а после электроволги, скорее всего, 8 числа, 8 декабря, вероятнее всего, будет следующая серия по S4. И, к сожалению, не зацепиться. Хотели поехать в Сочи, но плотный график съемки других видосов, потому что стартует Чайка, электроволга в разгаре, и все это сейчас до Нового года будет идти, крутиться прямо и переживать, и мы тоже будем переживать. В Сочи съездить никак не успеваем. Возможно, в феврале найдем тепло, зацепимся, поставим на Мишку 4S держаковую и бахнем. Снова все привода. Но в любом случае, на данный момент, ребята, я искренне сожалею о том, что кончился сезон. Сейчас тот самый случай, когда хочется просто сесть и уехать в закат. Безумно кайфово, безумно отлично, безумно по всем параметрам. Ждем весны и следующей серии, которая уже 8 декабря. Спасибо вам огромное, что остаетесь с нами, продолжаете нам сопереживать и нас поддерживать. Это огромное спасибо. Без вас не было бы половины всех этих запчастей. В следующей серии я буду кланяться прямо на коленях, ставить огромное спасибо Казахстану, админу казахского аудиоклуба и так далее. Это все в следующей серии, я вам все расскажу обязательно. Огромное количество людей помогает. Удачи вам такой же, как нам, все-таки с этой S4. И пока. До скорого.